Виталик, ты куда? О, ты здесь? Срочно смываемся из Германии. Мерц сказал, что всех мужчин украинских будут депортировать в Украину, Да поэтому ты что? надо трапать. Побежали. Линдау-Инзель. Это в сторону границы с Австрией. Ладно, садимся на этот поезд, короче, и уезжаем. Заскакивай, садись. Через часики мы уже на границе. А то всякое может быть. Шутки шутками, но на самом деле вчера Зеленский и Мерц в Берлине договорились о сотрудничестве по вопросу возвращения украинских мужчин в Украину. Сегодня мы с вами проанализируем эту новость и еще поговорим о том, что происходит у нас в финансовом плане. Дело в том, что мы получили сейчас из Финансамта отчет, точнее мы сдали им отчет и получили обратный от них отклик о том, сколько налогов мы должны заплатить. И мы вообще хотим нашим зрителям рассказать о том, сколько нам удалось заработать в Германии на YouTube за 2025 год и откуда мы брали деньги на путешествия. Вау! Линдау-Инзель. Давно мы здесь не были. Мы сейчас находимся в городе, который называется Линдау-Инзель. Это один из самых живописных городов во всей Германии. Посмотрите, какой пейзаж у меня за спиной. Это бухта, куда приходят лайнеры, корабли. А дальше просматриваются Альпы, которые находятся уже в Австрии и в Швейцарии. Представьте, да? Вообще, это один из наших самых любимых городов на Бодензее, после Фридрихсхафена. Ну да, Вот так. во Фридрихсхафене мы бываем более регулярно. Здесь были всего лишь один раз. Но он нам сильно запомнился, этот город. Поэтому мы решили сегодня сюда приехать. Ну и напомню вам, что этот город находится от границы с Австрией всего лишь в 5 километрах. Вот там прямо, если по берегу озера идти, то можно прийти за час в Австрию. Ну и я надеюсь, друзья, вы понимаете, что вся эта история с побегом из Германии была нами разыграна в шутку, потому что, естественно, никуда мы не собираемся удирать, никуда бежать. Просто сейчас в СМИ присутствует истерия по поводу заявлений Фридриха Мерца и Зеленского на пресс-конференции. Они сказали, что будут сотрудничать в области возвращения украинских мужчин в Украину. Но на самом деле это совсем не новость, потому что Фридрих Мерц и раньше заявлял, что он считает, что украинские мужчины более нужны в Украине, чем в Германии, поэтому переполох на пустом месте. Но на самом деле это немножко настораживает. Именно то, что Фридрих Мерц сказал, что запрет выезда украинских мужчин из Украины это нормально, и он это поддерживает. Это для украинцев звучит немножко так, знаете, как будто мы не видим того, что происходит в Украине, якобы там все нормально, нет никаких нарушений прав человека. Украинские мужчины должны оставаться в Украине, защищать Украину, и кроме того, мы будем еще способствовать тому, чтобы возвращать украинских мужчин на фронт, на верную гибель. На самом деле, возможно, он не имел в виду именно это, или же делает вид, что не имел в виду. Ну и мы, конечно же, знаем, что в Европе ценят права человека. И в Германии никогда бы в жизни не приняли бы такой закон и не перекрыли бы границу. Да, вообще ни в одной Вообще. стране мира, даже сейчас в Иране не закрыли границы для людей. Они могут спокойно покидать Иран, несмотря на то, что там идет война. Если говорить о правах человека, то, например, в Европе действует Женевская конвенция по защите прав человека. И в Украине она тоже ратифицирована, кстати. Но, несмотря на то, что это ратифицировано, права ущемляются, и никто на это не смотрит, не обращает внимания, потому что права-то нарушаются не в Европе, они нарушаются в Украине. Как-то нам это не очень
нравится. Да, именно поэтому мы можем здесь спокойно находиться. Мы уверены, что права украинцев в Европе тоже не будут так просто нарушены. Представьте, если Германия начнет реально массово депортировать украинских мужчин в страну, где небезопасно, то это будет огромный скандал. Это будет говорить о том, что Европа нарушает свои же собственные принципы, и Европа... Уже не та Европа. Да, и она может нарушить эти принципы по отношению и к своим гражданам тоже. Это создаст такое напряжение вообще. Я думаю, что Да. до этого не дойдет. Единственное, что может быть, это единичные случаи, когда людей будут, например, обвинять в каких-то нарушениях закона украинского, и по согласованию с немецкой стороной, например, некоторых людей могут депортировать назад, да, как опасных для немецкого общества, например. В Польше, кстати, уже такое существует. Если человека признают опасным, то его могут депортировать. И случаи даже были. Если начнутся такие случаи в Германии, то как ты думаешь, что будет происходить, Ладно? Ну, я думаю, что начнется массовый исход украинских мужчин в другие страны. То есть Германия просто станет свободной от украинских мужчин, от рабочих рук, от лишних налогов. То есть, ну, Да. я думаю, будет так. Мне кажется, Никто не они будет совсем- возвращаться в Украину. Дело в том, что даже если они депортируют, ну скажем, 10 человек, ну 100 человек, это вообще не решает никакой проблемы. Украине в этом смысле можно было помочь, если бы прям тысячами человек отправить назад, но это невозможно. Друзья, ну кстати, пишите, какие страны, по вашему мнению, безопасны для украинцев в этом плане, в плане депортации назад в Украину. Нам интересно ваше мнение. Одно из самых захватывающих зрелищ здесь на Бодензе – это увидеть в небе летающий дирижабль. Вот мы только подошли к бухте, и тут же над нами вот пролетел такой красавец. Это впечатляет. Нигде больше такого не увидишь, да? Очень интересно. Там у него Ух гнездо, что ли? ты! Это, наверное, мать. Самка. Мать лебедей. Она сидит на На яйцах. яйцах сидит? Да, Ух ты, нашла это себе место. гнездо. Гнездо, да? Да. Так. Ouh, la photo téléchargée. В апреле исполнилось ровно год с того момента, как мы уже не получаем ни копейки поддержки от немецкого джоб-центра. То есть живем полностью самостоятельно. Ну и насколько вы знаете, если смотрели наши предыдущие видео, то мы уже в принципе даже должны какую-то сумму вернуть джоб-центру за то, что они нам переплатили. Сейчас хочу рассказать, сколько мы зарабатываем в YouTube и удается ли нам сводить концы с концами. Ну, как видите, мы в принципе живы и даже целый год путешествовали, поэтому концы с концами мы сводим. Свели. Да. Но как именно, подробности сейчас вам расскажем. За 2025 год мы уже отправили отчет в налоговую службу немецкую, которая называется Finanzamt, все свои доходы и все свои расходы, короче. Отправили мы еще в январе, и вот сейчас дождались, когда пришло ответное письмо, где было указано, сколько мы должны заплатить налога. Конечно, на YouTube прибыль не постоянная. Один месяц больше, другой месяц меньше. Но в среднем получалось около 2000 евро в месяц. И если немножко округлить, то за год мы заработали грязными 24 тысячи евро. Если точно, то 23 700 с копейками, я вот здесь напишу. Это цифра, которая нам пришла с YouTube чисто на карту, бац, и все. Но когда мы отчитывались перед финансантом, мы, естественно, внесли свои расходы, которые мы понесли
при производстве видео, так скажем. То есть сюда входили всякие покупки оборудования, сюда входили наши путешествия, кстати, затраты на дорогу, на отели, искусственный интеллект, программы мы покупали какие-то, которыми пользуемся в компьютере для создания видео. В общем, в целом получилось так, что все затраты составили около 9 тысяч. 24 тысячи минус 9, чистой прибыли у нас получилось 15 тысяч евро. И искусственный интеллект говорил нам, что из этой цифры нам придется заплатить все-таки налог. И предполагалось, что мы заплатим где-то около 1000 евро. Ну да, Вот. наш финансовый консультант нам сказал, что где-то приблизительно 66 евро в месяц. Мы так Да. рассчитывали. Ну вот на днях пришел ответ с финансамта, письмо, в котором написано все, что мы должны им. И мы сейчас вам это письмо покажем. Для того, чтобы не быть голословными. Потому что однажды мы рассказывали с Ладой про пенсионные взносы, да, и нам написали некоторые люди: да, вы не показали никакой бумажки, все это вы выдумали, поэтому бумажку надо показывать. Без бумажки... Для того, чтобы не было лишних Да, хейта лишнего и вообще подозрений, что мы обманываем. Вот это письмо, вот это. Да, мы сейчас все будем Доставай. подтверждать Ладно, документально. но ты так подставь и не тряси, потому что я должен буду закрасить то, что нельзя показывать, а покажем только те вещи, которые действительно важно увидеть нашим зрителям. Вот, друзья, там написано 0 налогов. То есть, видите, 15 тысяч прибыли и 0 налогов. Einkommensteuer, короче, ничего платить не надо. Мы были удивлены, но это не полное письмо. Сейчас на вторую страницу мы вам покажем. На второй странице написано, сколько мы заплатили медицинской страховки за год. И после вычета медицинской страховки у нас вообще прибыли осталось 12 тысяч. То есть, если точно говорить, то написано 12 100 евро после вычета медицинской страховки. Это чистая наша прибыль, которая нам осталась на жизнь. Представляете, это по сути дела по 1000 евро в месяц. И как мы умудрились на эти деньги прожить, это, конечно, загадка для нас самих. Честно говоря, мы пытались посчитать, сколько мы заплатили медицинской страховки за год. И я считал сумму по 404 евро, как у нас списывалось с карты. И получалась сумма почти 5000 евро. Вот. А здесь почему-то в этом их финансовом документе указано всего лишь 2800. Я не понимаю, как они считают. Возможно, они учитывают, знаешь что, потраченные на нас деньги. Да. Возможно, да. Тут, друзья, я вам должен показать два скрина из наших медицинских программ. У нас есть программки в телефоне, которые называются Meine AOK. Это программы, в которой отображается то, что наша страховая компания заплатила за нас докторам. Посмотрите на этот скрин. Это ладный скрин. Он здесь не дотягивает до 1000 евро. То есть это, получается, это я на себя потратила, да? Да. 1000 евро. И Мгм. ты, И твой я скрин. потратил на докторов 1090 евро, то есть немножко больше. И То есть мы потратили 2000 с чем-то, да, а заплатили 5, около 5. вот, поэтому там и стоит сумма 2800. Вообще правильно, 4800 мы заплатили со своего счета, 2000 минус, и получается 2800 осталось, да. Сейчас наконец разобрались. И они вычли только те деньги, которые остались свободными, да, то есть 2800, те, которые зависли в Кранкенкассе, они вычли, и получилось, что у нас чистая Чистый прибыль налог, который мы заплатили в Германии, 3000 получилось. 2800. 2800. Будь послушным, хорошо кушай, поучи уроки и бабушку слушай. Хватит бездельничать, нужно короче заработать денег и делай, что хочешь. Заплати налоги и спи спокойно. Все равно в итоге жизнь — это боль. Отслужи, как все, отдай долг родине. Если выживешь, почти свободен. Если нет, больше нет проблем. Жил как надо, но не ясно зачем. И раз уж мы уже с вами вспомнили про медицинскую страховку, то у нас есть еще одна новость. Мы весь год платили по 404 евро каждый месяц за двоих. Это семейная страховка.
И в 26 году нам прислали письмо, что дальше поднимается цена, немного поднялась на 411 евро в месяц. Но когда мы им отослали вот этот наш налоговый отчет, в котором было видно, что у нас доход 15 тысяч всего лишь, ну и минус эту страховку, то они нам прислали, что, по сути дела, теперь уменьшают нам ежемесячный платеж. Посмотри, куда мы зашли. Какие-то такие интересные дворы. Посмотри, какие окошки. Вообще, вот как хотели окна, так и лепили. Где надо, там и окно. И никаких тебе правил. Посмотри, класс. Это вообще. Ну, это очень старые дома. Тут, Ну да. смотри, какой низкий проход. Я тут пригибаться должен, чтобы пройти. Если полный рост, то не пройду. Вот так вот выбираюсь отсюда. Тут еще и подъезд. Ну да, тут же люди живут. Кто-то живет. Мы здесь ходим по очень туристическим улицам. Здесь, кстати, ходит такой небольшой туристический поезд. В прошлый раз, когда мы здесь были, у нас есть видео, мы ездили на этом поезде, если кому интересно, можно посмотреть. В этот раз мы, наверное, не поедем уже на поезде. Нет, он, кстати, оказался достаточно дорогим и неинтересным. Тут пешком интереснее ходить. И вообще, мы тогда стояли на джоб-центре, могли позволить себе. Да, смотрите, мы уже начали рассказывать про медицинскую страховку и что нам ее уменьшили. Сейчас Лада покажет вам письмо, Да. до какой суммы нам уменьшили эту страховку. Написано 270 евро с копейками. Смотрите, очень существенно нам уменьшили платеж. А на этой странице какой-то расчет, но я не думаю, что он особо интересен. Интересна просто финальная цифра. И это говорит о том, что в следующем году мы будем платить гораздо меньше. Про заработок на YouTube я очень вскользь сказал. На самом деле заработок сильно неравномерный. В один месяц, например, в апреле месяце прошлого года у нас получилось 2785 евро за месяц. Это именно те деньги, которые уже пришли на карту. А в августе того же года у нас получилось 1230 евро. То есть разница значительная. Вообще прям иногда бывает в 1000 с лишним. В студии ютубной видно свежие наши данные, которые мы сейчас зарабатываем. Там такая бешеная разница. Ладно, скажи, сколько... Ну, вот смотрите, за март, за прошлый месяц мы получили почти 3000, то есть это 2978. А за январь 1029, то есть это либо 3000, либо одну, есть разница. И как, скажите, можно рассчитывать на Да. что-то? То есть должна быть обязательно, конечно, подушка денежная. А вот теперь самая интересная тема. Как же нам удалось прожить этот 25-й год на такой маленький заработок и еще при этом путешествовать? Причем мы съездили в 6 стран за этот год. Мы дважды посетили Польшу, были в Хорватии, Черногории, а сначала в Италии, потом в Испании еще, короче. Да, и еще по Германии все время ездили. Как же нам удавалось путешествовать, если у нас вообще денег впритык, если посчитать? 12 800 разделить на 12 месяцев в году, то это у нас доход был только 1000 с копеечками на каждый месяц, да, получается, чистыми. А расход, если посчитать наши расходы обязательные, то они даже превышают эту цифру. То есть мы как бы в минусе. Мошенники, Да, здесь что-то нечисто. халявщики, тут что-то не Да. так. Ну, во-первых, мы вам напомним, что последние полгода на джоб-центре нам переплачивали. Вот те деньги, которые сейчас просят вернуть назад, это переплата. И они действительно нам переплатили 8400 евро, может быть чуть меньше. Но кроме того, мы вам расскажем секрет, который, возможно, не понравится другим людям, может быть, даже нашим соотечественникам, скажут, зачем вы выдаете такие секреты. А дело в том, что пособие, которое Германия дает людям, оно с избытком, то есть оно большое. Мы, например, с Ладой получали пособие чисто на карту, на еду и одежду 900 евро. Ежемесячно 900 евро. А тратили на еду, одежду и проезд, 500 евро. То есть у нас ежемесячно оставалось 400 евро свободных денег, которые мы откладывали.
Ну, Мы во-первых, мало едим, просто тут нельзя говорить за всех, потому что некоторые люди, вот даже наши знакомые, у них все деньги уходят на еду, вот все. Вот они, ну, там, привыкли так есть, а мы просто очень мало едим. ну, я не знаю, как можно есть больше, особенно вдвоем. Если там, конечно, семья побольше, то другое дело. Вот, поэтому мы первое время, ну, как бы по старой привычке, откладывали деньги в заначку на будущее. Мало ли что может быть. И вот, когда настал этот 2025 год, наш свободный полет, то мы стали это вкладывать в наш бизнес, то есть в поездки, в аппаратуру, во все остальное. Туда-то мы, собственно говоря, все деньги и угрохали. Ну и благодаря вот этим вот нашим сбережениям мы весь 2025 год очень хорошо прожили. Мы и ездили, мы все счета оплачивали, все было хорошо, пока не нарисовался вот этот вот долг, то есть возврат. Вот сейчас мы попали в затруднительное положение, у нас уже нету подушки финансовой, потому что все, что мы тогда накопили, мы уже израсходовали. И у нас как бы теперь остался только долг и наша возможность зарабатывать на YouTube. Мы теперь очень старательно ищем рекламу для того, чтобы увеличить наш доход. Все. Либо же, как Лада уже говорила, пойдем зарабатывать еще на стройке. В общем, интересном месте мы сидели, мы сразу не обратили внимания. Это отельное кафе, то есть это отель, и здесь кафе. И здесь есть самое интересное, смотрите, 7,50 суп. Прекрасно. Мы бы поели, просто здесь сейчас перерыв, а так бы мы сейчас бы взяли по супчику и съели. И еще недавно мы получили письмо с разрешением воспользоваться услугами бесплатного адвоката. Если вы смотрели наше видео, то должны помнить, что мы в суд, в местный наш суд в нашем городе, отправили письмо с просьбой на бесплатного адвоката, на его консультацию. Толстенное письмо мы приготовили для того, чтобы получить бесплатного консультанта по юридическим вопросам. Здесь все документы для того, чтобы они поняли наш уровень доходов. Мы им все собрали сейчас вот сюда, вот так. А я думаю, что за палки такие? И ждали почти месяц. И пришел ответ с разрешением, да, мы имеем право воспользоваться одной консультацией, которая будет стоить нам 15 евро всего Это лишь. ответ на комментарии, которые вы нам писали, но многие писали, что нам не положен адвокат, потому что мы не стоим на социальном пособии, как бы. Вот письмо из суда, где нам черным по белому написано, что нам положен бесплатный адвокат, невзирая на то, что мы не на социале. Почему? Потому что мы мало зарабатываем, как малоимущие. То есть любой немец или иностранец, который мало зарабатывает, он имеет право вот на бесплатного адвоката, если докажет, что он малоимущий. Теперь мы должны найти адвоката, с ним договориться, и он проведет с нами одну консультацию за 15 евро. При этом надо точно понимать, что больше, чем консультацию, он не будет делать. Если он предложит дальше продолжать это дело, там писать какие-то возражения, еще в джоб-центр, вести это дело к суду, то это будет уже платно. И на этом можно попасться, если не знаешь этих нюансов. Если у вас есть возможность побывать в городе Линдау-Инзель, я рекомендую. Очень интересный, небольшой, компактный городок на острове. Он начался как женский монастырь. И вот на этом месте сейчас здесь стоит церковь Святой Марии в барочном стиле, вот она видна. Здесь был монастырь, причем необычный монастырь, в котором жили дочери немецких аристократов. То есть монашки были не просто монашки, которые должны жить в бедности, посвящать всю жизнь Богу, а они были достаточно зажиточные дамы, имели имущество и могли в любое время уйти из монастыря, выйти замуж. Ну, очень похоже на протестантских монахинь, да? Да, Но это хотя... было еще до
протестантизма, то есть это получается какой-то предвестник. Ну да, очень странно для католицизма. Долгое время именно монастырь заправлял этим всем островом. Город потом развился вокруг монастыря. Административно этот город принадлежит Баварии. То есть на Боденском озере это единственный город, который баварский. Сюда приходит Баварская железная дорога. И этот город во время Второй мировой войны не был совершенно разрушен. Его сдали без боя, французские войска сюда вошли. И почему? Потому что горожане не хотели, чтобы во время боев вот это вот их историческое наследие было разрушено. Поэтому сейчас мы можем ходить и, в общем-то, лицезреть старинный облик города, который, по сути дела, не менялся веками. В Германии немало таких городов, которые сохранили свой облик, но Линдау-Инзель один из самых таких интересных в этом плане. Устройство средневековой Германии, оно очень сложное. Это нужно просто изучать. И рассказать это в двух словах никак не получится. Просто можно упомянуть, что были свободные имперские города, а были обычные города, которые принадлежали какому-нибудь герцогу, какому-нибудь князю, рыцарю или епископу. Но в каждом городе была своя армия, которая защищала город, потому что каждый город, это, по сути дела, было отдельное государство, небольшое. И вот Линдау долгое время, очень долгое время, с 1200 какого-то года по 1800 какой-то, это был свободный имперский город в Священной Римской империи. То есть император находился либо в Вене, либо в Праге, это далеко от Линдау, и напрямую как бы руководство Линдау подчинялось именно императору, не через каких-то посредников, а напрямую. Это значило, что у них были какие-то особые права, здесь у них чеканили свою монету, здесь у них были свои внутренние законы, граждане города пользовались защитой своего войска, суды были свои местные. И внутри города, в стенах города для граждан был какой-то установлен порядок и безопасность существовала. Но стоило только жителю города Линдау выйти за пределы города, там уже его права напрочь истязали, потому что в каждом городе действовали свои собственные законы, свои собственные права. В обычных городах вообще вот все подчинялось, скажем, рыцарю, который им управлял, или же герцогу. А этот человек, он мог своенравно распоряжаться своими подданными, например, мог их заставить пойти на войну, если ему вздумалось на соседний город напасть. Или же мог поднять налог, когда ему вздумалось. Это мне напоминает. Да, времена очень похожи. Очень многое осталось с тех времен у нас здесь сейчас. Чем отличался свободный имперский город? Тем, что произвола вот такого герцогского было меньше здесь. Некоторая законность больше все-таки была, чем в городах, принадлежащих какому-нибудь одному феодалу. Там вообще феодал что хотел, то и воротил. То есть как бы его граждане — это его собственность. Это действительно напоминает сегодняшнюю ситуацию, только уже в более крупных масштабах со странами. Да? Жизнь вообще была сложна. Если представить себе такого среднестатистического гражданина Линдау, он должен был находиться постоянно здесь, в этом небольшом городке на острове, оторванном от мира. Ну да, сюда приезжали там торговцы, здесь пролегал торговый путь из Италии, например, там привозили товары. Экономически выгодное положение у города было, поэтому торговля развивалась, но сидеть все время в одном городе, не выходя за его пределы, это достаточно сложно. Городок такой, который можно обойти за час весь, было сложновато жить, в общем-то, мне кажется. Некоторые люди так и живут в больших городах. Они за свой район вообще никуда не ходят. Ты встречал же Да, таких мы людей? долго жили в Киеве, и Это мы были нормально. знакомы с людьми, которые всю свою жизнь передвигались одним маршрутом. Они жили, например, на Дарнице в Киеве, да, то есть это такой район, и работали где-нибудь в районе Троещины. И весь их маршрут по Киеву пролегал Дарница-Троещина, и они никогда не заезжали в другие районы, и вообще годами не бывали и не знали, что есть еще какие-то Оболонь, есть еще какая-нибудь Борщаговка, они там никогда не были. Так что нормально жили. Так что, в Всё принципе, хорошо. можно сказать, что жителям Линдау, если у них не было особого любопытства познавать мир, как у нас, да, Ну то да, ты бы не смог, конечно, жить в таком городе.
почти разгадали тайну, из чего получается атом. Вот искусственный интеллект, вот машины на автоматах, телефоны и интернет знают все, как всевидящий глаз. Только смысла от этого нет. Ничего не меняется в нас, ничего не меняется тысячи лет. Кто сильнее, тот прав, остальные враги. Ничего не меняется в мире, нет, сколько ни делай добра. Беги, Форест, беги.